Слушай, а почему ты еще в команде? Увидимся. Блять. Вот если меня спросить, что такое боль, страдания, как бы я всегда прежде всего вспомню те моменты разочарования, которые я с ребятами пережил, да, на протяжении там 3 лет, которые мы вместе так или иначе общаемся. Потому что столько, сколько мы терпели, и я не знаю, ну, как бы, может быть, это я просто своей колокольни так смотрю, но мы реально настрадались так, как никто, возможно. Получить 2 раза, будучи в очень хорошей форме, отказы по визам, и просто это реально даже не то, что не какой-то там оплеуха, это просто нокаут. Это было титаническое усилие, чтобы просто ребят в чувство привести, потому что ну, ты демотивируешься полностью. Вот вообще мажор — это апофеоз для любого игрока, да, то есть это самый главный турнир там, не знаю, там в карьере, да, если ты на него попадаешь, ты понимаешь, что ты чего-то стоишь, чего-то добился. И вот у нас были такие шансы, и вообще в чем мы виноваты, грубо говоря, были. Это очень обидно, я не знаю, то есть когда нас там кто-то пытается там как-то закритиковать, да вы хоть кто-нибудь, всегда поставьте себя на наше место. Вот представьте, что ты по 12-14 часов в день, без выходных, там в отпуска, вот мы реально за 2 года, может быть, первый раз в отпуск ездили, ты сидишь, тренируешься, работаешь, постоянно что-то получаешь, ты трудишься как никто, но как только ты сделал все со своей, вот реально, да, ты сделал все, что мог со своей стороны, и потом какой-то консул в каком-то визовом там центре тебе говорит, тебе отказано, и весь твой труд, он просто перечеркивается, и ты понимаешь, что для чего я это делал, как бы, ты просто разочарован во всем. Чем может импонировать команда, которая старается? Команда из СНГ. Чем может импонировать мне команда из СНГ? Я болею за все наши команды из СНГ. Как бы, и тут у ребят уже есть отличный шанс зажечь на мажоре. Я могу сказать так, что для того, чтобы попасть нам в команду, нужно обладать определенным набором качеств. И игроки, которые сейчас в этой команде, и которые были в этой команде, они все в той или иной степени ими обладали. Практически все решафлы, все изменения в составе, которые происходили у нас, они не были инициированы мной, командой, а зачастую просто тем игроком, который либо саботировал свое участие внутри состава, либо сам принимал решение об уходе, потому что у нас команда так работает, что не каждый может выдержать этот режим. Не у каждого это получается, да? За время работы совместной организации и любого из составов люди, которые работают вместе, они достаточно много общаются, достаточно длинный путь проходят вместе, и за это время стают не просто там партнерами, ребята становятся не просто сотрудниками организации, это уже что-то ближе к семейным отношениям, наверное, и поэтому любая организация, и Team Spirit в том числе, пытаются максимально много делать для игроков, для состава, чтобы у ребят были все условия, все необходимое, чтобы оставалось просто играть, работать над своей игрой, над своей личной, над командной игрой, чтобы когда они приезжали на любой турнир, они не задумывались о каких-либо проблемах, а у них в голове была только мысль о том, как выиграть, и что нужно сделать для того, чтобы выигрывать. Вообще команда состоит не только там из тренера и игроков, есть еще менеджеры, различный став. Но так как количество людей все равно ограничено, очень важно, чтобы команда была сочетабельна, чтобы люди сочетались между собой по каким-то харизматичным там, чертам характера, да, то есть просто, чтобы они элементарно могли общаться не только на сервере или не только в TeamSpeak, потому что так устроен сейчас Counter-Strike, киберспортивная жизнь, что очень много времени приходится проводить вместе. Нужно понимать, что жизнь не заканчивается одним мажором, и карьера состава, карьера каждого из игроков и в целом история организации не заканчивается в этот раз в Лондоне. Но
конкретно этот мажор, когда наконец-то появилась возможность всем составом доехать до квалификации, очень много значит, как минимум для того, чтобы конкретно оценить свои силы и свое место на про-сцене, чтобы понимать, что мы можем и куда нам двигаться дальше. И к мажору наша основная задача вот как команды — это зафиксить менталити, да, то есть ментальные какие-то проблемы, которые есть в голове, для того, чтобы команды и игроки осознали, что ничего нет невозможного, что можно приехать, просто сесть, сделать качественно свою работу и показать тот результат, о котором все мечтают. Нужны победы, нужны большие победы, и именно это позволит двигаться организации, продолжать существовать на рынке. Очень четко распределены обязанности, каждый понимает, что он делает, каждый друг другу доверяет, и у нас такой синергетический эффект. И вообще я считаю, что очень важно для любой команды, чтобы, во-первых, у них был, прежде всего, это самое главное, адекватный ингейм-лидер, который может командную игру строить, потому что сейчас Counter-Strike такой, как бы, ну, там, на примере тех же Astralis, что какие-то схематичные вещи, они более эффективны, чем там 5 стрелков, которые бегают, стреляют, как бы, да, и далеко за пределом, за примером ходить не надо, там есть в СНГ команды, которой просто не хватает, ну, колера, да, какого-то ингейм-лидера, который может командную игру не только, даже не то, что строить, потому что там это тренер может сделать, а сколько давать в нужный момент правильные колы и правильно понимать, что на карте происходит, что происходит вообще в целом в матче. Вот. Дима, ну, Сотов, да, потому что у меня двое Дим, как бы он уникальный парень в этом аспекте. Упорная команда, упорство как бы доказано в поиске подхода. Очень долго ребята искали свой стиль, пытались играть по-своему. У них было свое видение игры, они его просто пытались развивать со временем. Потом у них была, по-моему, одна замена, если не ошибаюсь, опять же к ним пришел Сергей Щук. И они с ним очень долго пытались как бы работать дальше, играть дальше. Он, как я понял, исходя уже из общения с тренером и игроками, пытался как бы не то чтобы навязать свой стиль, а показать немного другое, даже не то чтобы отношение к игре, да, а просто другой взгляд на игру, вот, который ребятам в итоге не подошел. И несмотря на это, у них не произошло каких-то распадов, развалов, они остались тем же самым костяком из 4 людей, тем самым доказав, наверное, в первую очередь себе, что они готовы бороться дальше, несмотря на любые проблемы. А проблемы у того лайнапа, который был, по-моему, были катастрофические. Там результаты были не очень хорошие, реально не очень хорошие. Было очень много критики также со стороны сообщества. Многие не понимали вообще, что делает команда на карте, где ситуация разыгрывается иначе. Ну, оттуда, естественно, была и часть провалов, как я думаю. Но, как уже сказал, ребята упорные, поэтому после, скажем так, ухода Старикса, да, к ним пришел сам Дайонг, он очень быстро вписался в команду. У вас там новый игрок Виктор Самдаянок. Ну, на самом деле мы почти год уже вместе играем, как бы даже вот в этой команде. И он уже давно не новый. И на его примере могу сказать, что если ты мотивирован, и результат у тебя превыше всего стоит, то ты можешь свое эго зачастую под интересы команды принимать. Витя был давно у нас на примете. У нас тренер занимался скаутингом кое-какое время, и он нашел парочку хороших молодых игроков. Вот, и сказал то, что есть вот такой парень, Витя Сдю. Мы его долго смотрели. Я там посмотрел парочку его демок еще с официалок, когда он играл за команду Dream. Вот, и мне он понравился в целом, так сказать, на будущее, понял то, что надо. Вот, потом так сложилось, что место для него освободилось. Ну, точнее, у нас просто ушел игрок один. Вот, и мы взяли его на место 5-го игрока. Вот. Плюс к тому же он еще засветился на ФПЛ, залетел. Вот. И это все совокупность факторов, да, так сложилось, что это был хороший выбор 5-го игрока. Это те команды из СНГ, которые сейчас играют профессионально, они очень щепетильно будут относиться к подбору новичка. Они будут его изучать со всех сторон. И если он им будет интересен, они его могут пригласить, и то только на тестовый период.
Из плюсов можно выделить то, что он хорошо играет индивидуально. Он отлично отыгрывает свою позицию, отличная стрельба, хорошо думает. Такой человек, которого можно одного оставить, и он сам все сделает замечательно. Вот. А мы как раз и играли, да, 4+1 обычно. Там, мы вчетвером где-то бегаем, он там один играл свою игру. Вот. Из недостатков можно было сказать, что он мало играл в командах, и слабая была у него командная игра. Вот. Мало общался, больше там, инфы надо было ему давать. Ну, мы над этим работаем. В принципе, он уже очень сильно прогрессировал в этом плане, и сейчас ошибок у него по минимуму. Ну, сезон выдался вообще насыщенным, а именно для нас он, мне кажется, получился более-менее успешным. Мы движемся в правильном направлении. Что касается других команд, происходит, как обычно, много решафлов, изменений в составах, появляются сильные соперники, некоторые становятся слабее, но параллельно все движется в правильном направлении, и CSGO становится игрой, в которую все сложнее играть. То есть люди начинают играть сильнее вместе с тобой. Если у нас в СНГ появится хотя бы там, я не знаю, одной просто понятной крупной лиги, было бы достаточно. Я не говорю про хабы, которые сейчас заполонили просто мозги всех игроков. Вот эти вот хабы, какие-то подписки за деньги, это все не то. Нужны понятные, как бы доступные турниры, где команды, даже молодые, у которых там нет спонсора, да, они будут видеть расписание, они будут понимать, когда у них матчи, они будут понимать, что вот этим составом они отыграют столько-то, и если у них не получится, они его поменяют. Вот. А пока все похоже действительно на какой-то хаос. Просто полный хаос. Показывали всегда достойные результаты, да, и просто какие-то обстоятельства мешали нам делать этот степ-ап, левел-ап, да, и я надеюсь, что вот мы подошли к той черте, когда мы наконец-таки этот шаг вперед сделаем, именно в таком составе, который на сегодня у нас есть. Пошел первый прогресс. Я бы не сказал, что там какой-то фантастический прогресс, да, я просто могу сказать вкратце об одном. Вот последний минор, Team Spirit едут на минор. Из тех коллег, с кем я смог пообщаться еще до момента освещения минора, многие очень, так скажем, ну, с подозрением относились, знали, что пацаны готовы, но с подозрением относились, что а вдруг опять как в прошлый раз, бац-бац. Но ничего этого не произошло. Всех вот этих вот бед, как в прошлый раз, мы не увидели. Мы увидели действительно потрясающую игру от парней, начиная с их первого игрового дня. Да, ремарка присутствует в финале. Финал, когда уже решалась, опять же, судьба первого места, судьба $30 000. Там их, можно сказать, обыграли на нереально глупейших ошибках. И такие ошибки нельзя будет допускать на мажоре. Бывают такие моменты, когда комментатор не совсем понимает, что происходит, и часто говорит, вот, что этот игрок ошибся, хотя на самом деле было все сделано правильно в тактическом плане. Но это на самом деле приходит с опытом, я тоже над этим не особо горю. Вот. Люди все разные бывают, есть люди, которые хорошо сразу разбираются в игре, есть, которым надо очень много за ней следить, да, чтобы понять, что вообще происходит на карте, и понять, где игроки ошибаются, а где на самом деле нет. Поначалу я читал, смотрел, относился как-то к этому негативно, мне горело, но после этого я понял, что с этими людьми ничего не поделать. Это люди, которые ничего не смыслят в CS, ничего не понимают, им лишь бы там свои ставки, деньги, что-либо, они не понимают, что игроки как бы ни 3-2 не делают, ничего, это сложно, как бы, как ты проигрываешь там игры, там, когда люди камбэчат против тебя, это очень сложно. Это эмоционально сложно. И я как-то перестал вообще реагировать на этих людей, я перестал читать эти комментарии, потому что, ты только хуже себе делаешь. Ты начинаешь себя наворачивать, как-то, и, может, даже надумаешь себе, и потом это отразится в будущем на твоей игре. И я как-то от этого абстрагировался и перестал этим всем заниматься. Вообще они меня больше забавляют. Я их читаю, я не горю с них вообще. Мне нравится, так сказать,
переубедить человека, ну, сказать ему то, что вот на самом деле было так вот, а не так, как ты пишешь, да, и то, что ты вот смотришь как-то узко слишком на эту ситуацию, да, я ему как бы пытаюсь открыть глаза. Но это иногда бывает, не всем, конечно, я такое пишу, но иногда бывает. Вот. То же самое с комментаторами, я не особо на это обращаю внимание. Часто, кстати, прислушиваю, мне интересно, что они говорят, но никогда, знаешь, нет такого, что вот он такой плохой человек, он неправильно так все сказал и все такое. Вот, поэтому не, я не горю и вам не советую. Во время официальных матчей, в принципе, я никогда не tilтую, я не tilтую и из-за каких-то, не знаю, может быть, нареканий во время игры от капитана или еще чего-либо. Чаще tilтую там, либо от каких-то микромоментов, которые вообще, по идее, не должны меня в это состояние вводить, либо же именно от своей игры, когда там что-то не получилось раз, два, там, и это заставляет как бы немного задуматься и как-то уйти вся, что ли. И из-за этого появляется как раз много мыслей, которые мешают. Все может быть. Карта, обстоятельства, ситуация, настрой соперника. Очень много элементов, которые как бы очень, их очень сложно предвидеть в первую очередь. Но от них нужно, естественно, старание. Лично я ожидаю то, что они будут драться за выход в восьмерку. Я уверен, что это команда, которая дойдет до матчей за выход в восьмерку. Ну, сначала все было у нас очень просто. Мы делали какие-то тактики и играли от них в основном. Смотрели более такие большие ошибки, там, например, почему мы там проигрываем в раунде в большинстве, там еще какая-то коммуникация, и что в раунде пошло не так, да, в основном. Вот. Сейчас же, когда вы начинаете прогрессировать, все мелочи важны, даже, можно сказать, ты, например, кинул одну гранату просто так, да, это может зарешать раунд вообще. Вот. И поэтому мы над всем работаем, прям над каждой мелочью, и это на самом деле очень много времени занимает, потому что мелочи в Counter-Strike очень много, и нельзя так сказать, что вот это не решает, а это решает, да. Все решают, абсолютно все. Чем выше уровень, тем сильнее они решают. Вот. В СНГ мало хороших командных снайперов, наверное, потому что все люди думают, что снайпер просто должен бегать, убивать, по минимуму коммуницировать с командой как-то и тянуть дело вот это командное на себя, то, что все от него зависит. Мало какие снайперы понимают всю глубину, то, что не всегда нужно идти первым. Иногда ты должен помогать тиммейту, накидывать ему гранаты, иногда ты не должен сверхагрессивно играть. А в СНГ снайперов очень много, но командных 5, максимум 10. Я смотрю за молодыми снайперами, как они двигаются и играют. Они дают преимущество, и потом его сразу почему-то теряют, потому что кто-то, наверное, думает, я сейчас на мувик настреляю, другие не могут остановиться. Я тоже страдал такой штукой. Со временем я осознал, что нужно поменять подход к игре снайпера. Первые деньги я играл турнир АИМку, я выиграл коврик и деньги. И я пришел, как я сказал, что я там выиграл денежку, и как-то, вроде как, если вспомнить, реакции как таковой не последовало. Родители как-то не восприняли это всерьез, мне кажется. И я такой, хорошо. Ничего из этого, так вот вышло все. Я полностью изменил свой лайфстайл, скажем так. Раньше я учился в университете. Когда уже вступил в команду, я, конечно, заканчивал его, но был выбор, учиться ли мне дальше, и я уже решил, что не буду этим заниматься и полностью отдам свои все силы киберспорту, именно Counter-Strike. В плане в семье меня начали больше поддерживать, понимать, скажем так. Нужны ли буткемпы или не нужны? Я думаю, что все-таки нужны. Для того, чтобы собраться и обсудить какие-то вещи, которые, например, накопились у команды. Часто бывает так, что ты не можешь высказаться нормально в интернете. Бывают такие моменты, когда уже ситуация накаляется, и тебе намного проще приехать на буткемп и вместе со всеми пообщаться, когда ты видишь друг друга. Плюс к тому же это вы повышаете свой team spirit,
и вместе общаетесь, узнаете друг друга лучше. Это тоже хорошая химия создается. Так намного проще начинать играть и решать свои проблемы тоже. Вот. Плюс к тому же ты можешь сразу же показать своему тиммейту какие-то там ошибки его указать на своем экране, да, что это тоже намного проще, чем на том же интернете, да. А буткемпы там на 2-3 дня перед турниром, они тоже неплохие для того, чтобы просто приехать, почувствовать друг друга, да, когда вы, например, давно уже играете вместе, и приехать просто подготовиться к клану, как бы. Типа, приехал, и вот вы сидите на лане, то, что будет у вас через 3 дня как раз. Вот. К мажору мы готовимся, получается, полных, порядка там у нас 14-20 дней, все зависит от того, как наполняется расписание браками, потому что многие команды плохо играют в уикенд, то есть мало браков, и нет смысла там собираться ради 1-2 там тренировочных игр. Основной упор делался не на то, чтобы там кого-то удивлять, да, потому что мы и так, я думаю, просто если будем хорошо свою игру играть, мы всех там удивим. А упор делался на то, чтобы, грубо говоря, вспомнить то, что мы делали до отпуска, потому что делаем мы очень много, и иногда я сам просто путаюсь уже в раундах, каких-то там вещах. Мы просто освежили это в памяти и набирали индивидуальную форму. Форму набирать, в принципе, было не проблемой, потому что я какие-то дни поигрывал в КС, играл либо с друзьями, либо ботов стрелял, поэтому по приезду на буткемп было уже, в принципе, полегче. После того, как я уже вернулся домой, я начал пробовать играть. Сначала у меня ужасно получалось, я будто первый раз зашел в Counter-Strike, не чувствовал ни мышку, ни свои движения, ни стрифы, ничего. Но очень странно, обычно раньше у меня много уходило на это времени, там до 2 недель, до 3. А в этот раз у меня получилось за 2-3 дня почти полностью восстановить то, что я мог делать раньше. Может, в некоторых аспектах даже чуть-чуть прибавить, именно в игровых, не в стрельбе. Но стрельбу до сих пор по чуть-чуть набираю. Также буткемп очень сильно помог, мы только сюда приехали и начали упорно тренироваться. На самом деле, если как бы не хочется там и расхваливать, и я стараюсь как бы трезво все оценивать, да, но на моей памяти и вообще в моей там игровой еще карьере, тренерской, я не встречал игроков, у которых настолько правильно работает мозг в плане, ну и в игровом плане. Он и так, в принципе, там вообще эрудированный, умный, подкованный парень, но вот в плане понимания игры и насколько он ее быстро понимает, ну, он просто иногда поражает разум, я не всегда успеваю за его ходом мысли, как бы мне приходится, может, в силу возраста там его догонять. Из-за этого, как бы, ну, у меня к нему очень большое уважение, как к человеку, да, это позволяет нам как бы общаться, ну, в какой-то момент на равных, и я пытаюсь до него донести те вещи, которые ему просто мешают, грубо говоря, из команды выжать этот результат заветный, да. А это, прежде всего, вера в собственные силы. Ты же проводник всей дисциплины внутри раунда. Почему ты? Надо другого? Ты умер, ты же видишь, как они делают. Ты отормози, пускай они сделают, это нормально. Но это отвратительно, блядь. То есть мне Просто кажется, что говорил Владимир, ты просто смотри, ты говоришь, идите А, вот они пришли на А, скажите там, все, раскидываем, заходим. Это какой-то сумбур, импровизация. Если мы тренируем что-то, все должно быть четко и понятно для каждого. Понимаешь? Ты пошел, зашел на инфу, как бы вообще это не твоя обязанность за инфу заходить. Другого закидывать? Да. Ну просто у меня рассылки не было. Я бы так закинул бы Вадима с фуфами, все остальные там без формы. Ну, Владимир в итоге он выходит, у него тоже никакой раскидки нет, он должен флешки кидать. Ну потому что он раскинул не так. Да, ну видишь, получается, что баланса нет в раунде, и из-за этого мы его проиграли. После этого сам знаешь, что было. Ну, качество эндерфрагера — это в первую очередь ничего не бояться. Если тебе дали кол, задачу, ты должен ее выполнить в определенной форме. И если все хорошо, например, ты там вышел на точку и дал 2 фрага, ты там, или 3, там, ну, не стоит бежать дальше, не одевать повязку Рэмбо, вот, и, ну, придерживаться плана, продолжать в этот момент.
Да, непонятна, конечно, система на FPL. Я играл достаточно неплохо. Пару раз репортили за то, что у меня английский язык был не такой хороший. И потом у нас очень сильно стала командная игра подниматься. Результат, мы вошли в топ-30, и у меня забирают инвайт. И для меня это было шоком. Я попытался связаться с админом, понять, как вернуть инвайт, как получить. И в ответ я ничего не услышал. И я не понимаю просто всю эту систему. Слава богу, есть и другие лиги, ну, хотя бы одна ранг С. Это похоже, да, там игроки, конечно, не такого высокого уровня, но ты там тоже можешь хотя бы чуть-чуть потренироваться. Говно все это, ваш ФПЛ. Игра в Атланте, да что о ней говорить, мы приехали с неполным составом, грубо говоря, вместо игрока у нас был тренер, который нас долгое время тренировал, но не тренировался, и ему было сложно как бы сразу влиться во все тактические раунды и прочее. И результат был очевиден, но мы поборолись, постарались. Талисман — это розовая корова, я ее называю «Тащи корова». Раньше я играл в доту, ездил на чемпионаты с ребятами, и как-то раз мы из игрушечного автомата вкинули рублей 10, и со второй попытки вытащили эту корову и решили, что она будет нашим талисманом. Ну и я ее забрал себе, и как-то вот она осталась у меня. Я ее стараюсь брать на все чемпионаты, если не забываю. Такое пару раз было, буквально там раза два. Вот. А так, в принципе, беру ее на все свои чемпионаты, все ланы. И стараюсь, чтобы она лежала либо на мониторе, либо с краю от стола, если разрешают организаторы турнира. Вот поэтому она всегда со мной. И несмотря на отдельные случаи, когда команды не доехали, нельзя винить в этом организаторов, потому что уже достаточно давно шли разговоры о том, что пора бы свести качество к одному уровню. Так вот, для нас мажор на сегодня — это не там шанс или что-то, я не знаю, какое-то там возможность себя проявить. Да, это все понятно, что как бы мы можем и выиграть, и проиграть. Для нас мажор — это как раз, лично для меня, я не знаю, может быть у игроков, для меня это как час расплаты. Просто за всю вот эту боль хочется приехать и просто показать такую игру, чтобы все поняли, что мы сильная, достойная команда. Я считаю, что мы должны как минимум попасть в легенду, потому что мы этого заслуживаем. Мы пробились через многое, мы очень много проигрывали. Нам это очень сложно давалось, хотя могло даться и легче, потому что мы как бы сами себе в основном проигрывали. Но я считаю, что время пришло, и мы наберемся, я считаю, нужного для нас опыта. И он у нас уже есть, но это немаловажно, я считаю. Ожидания у меня самые высокие, потому что столько уже сил было положено в нашу подготовку. Мы делаем просто очень много. Каждый день тренируюсь там чуть ли не по 14 часов в день. Вот. Очень много работы проделано. И я вижу то, что это все работает, мы прогрессируем. И это на самом деле мне нравится. Я хотел бы, чтобы все это увидели. Не только, да, мы на тренировках там начинаем выигрывать сильные команды, да, а вот на официальных играх мы не можем, например, кто-то выиграть. Вот. Я хочу, чтобы все поняли в мире то, что мы реально достойная команда, и то, что мы можем входить постоянно в топ лучших. Ну, в этот раз я уже 4-й раз в мажор поеду, и в этот раз я чувствую, что мы можем зайти максимально далеко. Да, у нас последние там 4 турнира топ-2 места. Я думаю, вот почему бы и не на мажоре. Топ-1. Топ-1. Вообще, на самом деле, мы все равно, несмотря на все наши терпения, неудачи, там, страдания, мы очень счастливые люди, потому что, я не боюсь этого слова, мы в лучшей организации СНГ. И это, может быть, даже в какой-то степени дополнительная ответственность на нас, которую мы просто обязаны их не подвести, потому что то, что делает для нас Team Spirit, я не знаю,
в СНГ есть ли такие организации, там, можно там эти громкие имена бесконечно перечислять, но я знаю, что у каждой, и у Нави, там, и у Гамбита есть куча проблем. Но то, как организация ориентирована наша на команду, на игроков, и то, что она для них делает, как она вкладывается, и дело не там в материальных каких-то вещах, а вообще в отношении ко всему. Это просто хочется поклониться и сказать спасибо. И я от себя могу сказать, что мы сделаем все, что можем, мы будем драться как никогда.